Итак, маркеры, которые меня невероятно удивили. 12 цветов по цене чашки кофе и булочки. Это набор от Денски. Двухсторонние акриловые маркеры. На момент записи этого видео такой набор стоил около 360 рублей на маркетплейсах. Наконечник у них кисть, и хочу сказать, что это, скорее всего, самый удобный наконечник для скетчинга, потому что до этого я обозревала маркеры, у которых был фетровый наконечник. Если честно, по крафтовой бумаге, на которой я сейчас рисую, они не так приятно скользят, как наконечник кисть. Начнем делать выкраску и посмотрим на их укрывистость. Оранжевый маркер как будто бы немного подсох. Я окунула наконечник в теплую воду. Это всегда помогает для лучшей подачи краски. Вода его реанимировала, и все пошло как по маслу. Вот этот голубой, прям укрывистый, хороший цвет. Я буду вставлять работы, которые я делала после записи этого видео, используя эти цвета на крафтовой бумаге. Мне кажется, эти маркеры хороши, чтобы брать с собой. Они не будут течь, они двусторонние, занимают мало места и идеально для того, чтобы брать их куда-то поскетчить вне дома. Вы берете 6 маркеров, а по итогу получаете 12 цветов. Это удобно. На упаковке написано, что хранить их нужно в лежачем положении, что логично, потому что они двусторонние. Сейчас попробую металлики. Они тут тоже очень хорошие, и укрывистость у них отличная, не полосят. Дальше барабанная дробь, белый цвет. В некоторых наборах белый цвет это явно прям слабое место. Здесь я бы сказала, что он не сильно укрывистый, но если пройтись дважды, то будет хороший результат. И второй важный цвет это черный. Везет мне на брак. Если вы не видели первое видео про маркеры, посмотрите его по подсказке. Там тоже был бракованный маркер, в котором вообще отсутствовал цвет. Но здесь как будто бы обрезанный наконечник. Что-то с ним явно произошло. Я пыталась его достать и, возможно, перевернуть. Может, он вставлен не той стороной, но на самом деле он там намертво приклеен. Но даже с таким наконечником оказалось, что он пишет, и его можно использовать. Не так его приятно, конечно, использовать, как остальные маркеры, но однако он пишет. Такое впечатление, что этот наконечник жесткий, больше похож как раз на фетровый, типа фетровый пуля. По укрывистости черный хороший цвет. Знаете, что мне напоминают эти маркеры? Они мне напоминают маркеры от Artex. Но некоторые цвета в Денске даже ярче. Очень похожи золотые цвета. И в целом похожая палитра, но Денские стоят в разы дешевле. Сейчас я пройдусь вторым слоем, чтобы посмотреть, как они наслаиваются. Итог второго слоя мне понравился. Более плотное покрытие получается, и практически незаметно можно сделать переход, как бы растяжку от неплотного покрытия к более плотному. Сохнут они тоже достаточно быстро и после высыхания имеют приятную матовость. Сейчас проведем быстрый тест в моем скетчбуке. Я рисую сейчас в крафтовом скетчбуке, где очень грубая бумага и множество всяких вкраплений. Иногда маркеры даже цепляются за какие-то соринки, которые выступают из листа. Ну и, конечно, слишком водянистым маркером очень сложно перекрыть этот цвет этой крафтовой бумаги. Так что это очень хороший тест для маркеров. Я беру этот зеленый салатный цвет, которого у меня как раз и нет в других наборах. Наносить буду очень быстро, так же, как бы я это делала, когда делаю быстрые скетчи. На самом деле мы видим, что маркер достаточно хорошо справляется. В один слой он достаточно плотный и яркий. Белый цвет, когда только мы его наносим, достаточно яркий, но потом он, видимо, впитывается в бумагу и становится более блеклым. Но я думаю, если пройтись второй раз, то он будет ярким. Но я не буду этого делать, мне нравится и так. Кстати, не всегда нужен очень плотный белый цвет. Допустим, вот таким полупрозрачным белым цветом очень хорошо иногда делать подложку, или вы можете высветлить другой цвет, как я это сделала вот на этих туфлях. Там была яркая фуксия, я прошлась сверху белым, и он стал розоватым. Но единственное, что я очень торопилась и прошлась по достаточно мокрому цвету фуксии, поэтому вот такое неровное покрытие получилось. Я сначала хотела использовать синий, потому что подумала, желтый не справится с этой бумагой и будет слишком блеклым. Но он меня тоже удивил, смотрится очень достойно, и он, как и белый, сначала был очень ярким, а после высыхания немножко стал блеклым, но все равно выглядит очень хорошо и ярко. Дальше я решила сделать небольшую выкраску в скетчбуке, чтобы было видно все цвета и как они себя ведут на крафте. Ну и по традиции, естественно, я решила вскрыть маркеры и посмотреть, что там внутри. Наконечник очень легко снимается, но дальше разобрать маркер мы не можем, он не разборной. Интересно, насколько их хватит, потому что получается одного цвета примерно половина маркера. Я буду тестировать это. Я сейчас активно рисую ими в своем скетчбуке и расскажу, когда они закончатся, в своем телеграме.
Я решила сделать еще один быстрый рисунок и посмотреть, как маркеры наслаиваются и смешиваются друг с другом. Результат мне понравился. Они очень хорошо перекрывают друг друга, и можно создавать многослойные скетчи с ними. Итак, каков итог? Маркеры эти меня однозначно удивили в лучшую сторону. Я перепробовала уже очень много разных марок маркеров, которые по цене были намного-намного дороже. И некоторые из них меня разочаровали. Когда у меня появился этот набор, я от них не ожидала многого за такую цену, но они просто потрясающие. Однозначно они будут очень удобны, чтобы брать их с собой. И сейчас в моем скетчбуке я использую их вперемешку со всеми другими маркерами, которые у меня есть. И они смотрятся равнозначно. Так что я могу их порекомендовать, особенно тем, кто хочет попробовать акриловые маркеры, но при этом не потратить очень много денег, но получить качественный товар. Мой скетчбук с акриловыми маркерами я регулярно выставляю в своем телеграм-канале. Заходите, ссылка в описании.